Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю шедеврально просто вкусный пирог «Ягодный вулкан». Один из самых моих любимых пирогов. На все его приготовление у нас уйдет буквально 5 минут, без преувеличения, плюс время на выпечку. Получается нежнейший пирог, как будто с кремово-ягодной начинкой внутри. Итак, форма здесь у меня для выпекания 18 сантиметров в диаметре. Смазываю ее сливочным маслом, буквально грамма 3 масла здесь нам потребуется. Посыпаю мукой, лишнюю муку удаляю. Обязательно вот так нужно подготовить эту форму. У меня достаточно высокая форма, 8 сантиметров в высоту. Вы же можете смело брать 6 сантиметров в высоту форму. Максимум можно брать на это количество ингредиентов форму для выпечки 20 сантиметров в диаметре. Одно яйцо среднего размера, 120 грамм сахара, 8 грамм ванильного сахара. Все слегка перемешиваю. Здесь нам даже не понадобится миксер. 50 грамм растопленного сливочного масла, 80 грамм йогурта или сметаны нежирной, можете брать. Йогурт у меня 3,5% жирности, йогурт комнатной температуры. Все перемешиваю до полного растворения сахара, 220 грамм муки, 8 грамм разрыхлителя и соли буквально на кончике ножа. Здесь это у меня просто не вошло в кадр, но соли чуть-чуть нужно. Все туда просеиваю, перемешиваю все это. Тесто будет такое тугое, так и должно быть. Добавляю туда еще 2 столовые ложки молока комнатной температуры. Все перемешиваю. Тесто выгладится сейчас при помощи молока, но оно не должно быть жидким для этого пирога. Вот это очень важно. То есть не нужно делать его жидким. Форма уже подготовлена. Духовка у меня уже заранее разогрета на 180 градусов Цельсия. Все это тесто перекладываю в форму. Тесто будет, еще раз повторяю, таким достаточно вязким. То есть оно не должно быть ни в коем случае вот таким жидким, чтобы оно растекалось. Это не тот вариант. Сразу говорю, что заменять здесь сливочное масло на растительное я не советую, иначе будет гораздо проще он во вкусе, этот пирог. Я думаю, 50 грамм сливочного масла можете себе позволить каждый. Высыпаю прямо на тесто 350 грамм свежемороженой голубики. Вы можете просто свежую голубику брать для этого или чернику. Идеальный просто вкус именно с голубикой. Сколько раз я не пробовала с другими ягодами, голубика просто шедеврально подходит к этому пирогу. Посыпаю все это пакетиком ванильного сахара. Выпекать буду при температуре 180 градусов Цельсия, режим вверх-вниз без конвекции на среднем уровне примерно 50-60 минут. Все это будет зависеть от вашей духовки. Итак, у меня прошел ровно час. Проверяем вот так шпажкой, чтобы именно боковинка, вот эта, где тесто, чтобы она у нас была пропеченной, чтобы шпажка выходила сухая и чистая. Дала пирогу сейчас полностью остыть в форме. Извлекаю его из формы, он прекрасно держит форму, этот пирог. Вы когда его будете доставать из духовки, вам будет казаться, что еще вот эта серединка, еще какая-то она прямо мокрая. Но это так и должно быть. Все это, когда он остынет, все это стабилизируется. Он будет идеальным просто на вкус и на консистенцию. Прекрасно его можно брать в руки. Он не превращается в кашу, что может показаться на первый взгляд. Внутри как будто вот эта голубика с кремом. Потом идет нежнейшее кексовое тесто. И по бокам вот эта корочка как будто из песочного теста. То есть настолько он вкусный, этот пирог. И все это вместе дает вкус незабываемого десерта. Щедро посыпаю сахарной пудрой. Делаю имитацию вулкана, смочив в кипяченой холодной воде просто эту силиконовую кисточку. То есть серединку я просто увлажняю, слегка прям совсем. Голубика подпеклась уже здесь, подсохла, и сахарная пудра на ней не тает. Поэтому имитацию вулкана я делаю с помощью силиконовой кисточки. Он прекрасно нарезается, примерно на 8 порций, вот реально разрезать. Такой пирожок небольшой. Шедевральная начинка, как будто уже вместе с кремом. Делюсь с вами этим простейшим рецептом, в то же время необыкновенно просто вкусный. Вот эта кремообразная ягодная начинка, потому что тесто смешалось с ягодой и как бы с кремом получается. Нежнейшее кексовое тесто и по бокам корочка как будто из песочного теста. Естественно, если вы будете этот пирог выпекать со свежей голубикой, время на выпечку вам понадобится меньше. Опять же говорю, что время выпечки, это все будет полностью зависеть только от вашей духовки. В моей духовке это печется примерно 1 час.
И я еще хочу вам дополнить, вы можете просто его 1 час, вот он у вас испекся с замороженной ягодой, выключить духовку и оставить его минут на 15 просто в остывающей духовке с закрытой дверцей. И он у вас как бы дойдет еще. Вот эта ягодная начинка становится еще вкуснее. Это я уже знаю просто из многолетнего опыта именно в моей духовке с этим именно видом пирога. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.